Привет! Добро пожаловать! Это видео на медленном русском. Если вам нужны субтитры, включите их здесь. Сегодня я хочу поговорить о глаголе «снимать», «снять», потому что у этого глагола очень много значений. Это многозначный глагол. Но сначала я хочу, чтобы вы посмотрели это видео. Это отрывок из шоу. В этом шоу ведущие берут интервью у актеров нового фильма. Одна из актрис, Джен Ханьи, китаянка. Она из Китая. И она уже 4 года учит русский язык. Давайте посмотрим видео. Уже живешь в Москве? Нет, я студентка в Питере. Ты живешь в Санкт-Петербурге? Да, Санкт-Петербург. А Санкт-Петербург. где именно? А что? Где? В общежитии где-нибудь или снимаешь квартиру? Я снималась здесь. Я там учусь. Круто, ну за 4 года выучить, в принципе, русский язык. Ну, тебе не ответили, ты понял, да? Итак, почему же она не поняла вопрос, хотя у нее достаточно высокий уровень владения русским языком? Потому что глагол «снимать» имеет много значений. И, возможно, она еще не знает все. Итак, ведущий спрашивает: ты живешь в общежитии или снимаешь квартиру? Снимать, снять квартиру значит арендовать квартиру. То есть это не ваша собственная квартира. Вы ее не покупаете. Но вы подписываете контракт и каждый месяц платите определенную сумму денег. Ну и живете в этой квартире. Джен отвечает: я снималась здесь, в Москве, я там учусь. Сниматься, сняться в фильме значит быть актером или актрисой в фильме. Мы говорим снимать фильм, снимать видео, снимать рекламу, снимать шоу. То есть ведущий задал ей вопрос о квартире, но она услышала глагол «снимать» и подумала, что вопрос о фильме. Ничего удивительного, потому что она актриса. Тема этого шоу – обсуждение фильма. Я думаю, она не ожидала, что ее будут спрашивать о том, где она живет. Итак, вы уже знаете 2 значения глагола «снимать», «снять». Но у этого глагола есть еще одно значение – убирать что-то, удалять. Сейчас я дам примеры и будет понятнее. Снимать одежду, снимать обувь. Пример в предложении. Русские всегда снимают обувь дома. Или словосочетание «снимать шляпу». Он снял шляпу перед дамой и поприветствовал ее. У этой фразы есть как прямое значение, так и переносное значение. Снимать шляпу значит уважать кого-то, восхищаться кем-то. Я снимаю шляпу перед врачами, которые работают в таких тяжелых условиях.
Еще один пример со словом «снимать» в значении «убирать». Йога помогает снимать стресс. Здесь уже мы не говорим о предмете одежды, мы говорим о чем-то абстрактном. Думаю, это очень важный глагол, и запомнить его значение будет несложно, так как мы часто его используем. Ну и в конце я хочу сказать, что, конечно, Джен замечательно говорит на русском языке. Об этом также говорят ведущие. И вообще в России очень хорошо относятся к тем, кто изучает русский язык. Хочу вам показать еще пару эпизодов из этого шоу. Он имеет в виду, ты учишься в Санкт-Петербургском университете? Да, я... Театральном? Да, театральном. А где ты там живешь? Адрес. Маховая 30. Ну это... Я не говорю там. 30. Номер не говори. Мы вырежем. Хорошо. Только вот эти люди приедут. А как... Ну, на самом деле, это мой институт, наш институт, да, адрес. А вот... А как по-китайски мы друзья мы? 朋友. Ой, как коротко. Надо быстрее говорить. Зато ясно. Да. Понял. Как? Да, правильно. 朋友. Понял. Да. Звучит прикольно. Сложный Да, язык, вот сложный. да. По-китайски очень сложный язык. Ну да, у нас 4 тона. Да. Но вы по-русски говорите прекрасно, насколько я Да, слышу. вы хорошо говорите на русском языке. Ой, спасибо, господи. Да, я просто зубрю русский язык. А как давно? 4 года назад. За 4 года? 4 ты вот так года, знаешь... Да, почти, да. Почти уже. Мат, знаешь, мат? Да. Мы научили. Всей группой учили. Не забудьте поставить лайк и подписаться, а также смотрите другие мои видео. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.